Здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Сегодня для вас общий расклад на тему «Хочет ли она вас вернуть?». Сегодня расклад будет на две позиции, поэтому загадайте цифру 1 или 2, или выбирайте ту карту, которая с вами срезонирует. Итак, определяемся. Это будет первый вариант, это будет второй вариант. Итак, единички. Хочет ли она вас вернуть? Восьмерка мечей. Вы знаете, судя по сигнификатору, то у единичек здесь женщина, она не определилась. Хочет ли она с вами примириться, не хочет она с вами примириться. Здесь женщина вообще не понимает, что на сейчас она хочет. Это первое. Во-вторых, здесь женщина запуталась в принципе, что же она к вам испытывает. И нужны ли ей вообще вот эти чувства, совместное будущее, вы и ваши отношения. Так, а что же между вами происходит? Здесь у большинства отыграется, что это ваша жена. Здесь у вас очень сильно участились скандалы, ссоры. Вы здесь, в принципе, могли уже какое-то время не находиться вместе. То есть, по сути, вы здесь могли какое-то время жить в разных городах, в разных домах. Может быть, кто-то съехал к родителям, а кто-то уехал на заработки, у кого-то там по-разному сложились жизненные обстоятельства. Здесь суть в том, что женщина здесь как-то к вам сейчас относится, знаете, через призму какой-то эмоциональной усталости. Вот такое ощущение, что когда вы куда-то уходите или вы уезжаете, ну вот в те периоды, когда вы еще были вместе, женщина, она как бы выдыхала. Она даже могла вам говорить о том, что она устала от вас, она устала от ваших отношений, и она даже могла вам говорить о том, что иди уже куда-нибудь, там, к друзьям, на рыбалку, там, я не знаю, там, пойди на работу, займись чем-нибудь. Если вы живете, например, в частном доме, она могла вас выгонять куда-то, там, скажем, во двор, чтобы вы работали. Ну, то есть такое ощущение, знаете, вот как будто вы очень сильно ей мешали, вот просто своим присутствием. А что к этому привело? О, а что это такое? Ну, тут у вас какие-то, смотрите, отношения испорченные. Угу. Здесь отношения очень сильно испорченные. И, знаете, здесь, смотрите, здесь не просто какое-то одно действие привело вот к такому плачевному итогу, а здесь такое ощущение, вот как будто ваши отношения, знаете, вот как одни и те же грабли. И вы на эти грабли наступаете уже очень много раз. Но при этом я не вижу здесь в раскладе, чтобы вот что-то менялось. Такое ощущение, знаете, что вот она так точно, она уже махнула на ваши отношения рукой, в том плане, что она уже не пыталась их спасать, она не пыталась с вами разговаривать. Она не пыталась как-то вот что-то делать, знаете, там, исцелять, там, говорить с вами, спасать эти отношения. Нет. Здесь такое ощущение, что она уже махнула рукой, типа, да надоело мне уже все это. Здесь, если говорить о ключевой эмоции, ее отношения к вам, здесь основная эмоция – это усталость. Усталость от вас, усталость от отношений, усталость, если вы, например, смотрите на свою жену, и вы жили вместе. Здесь усталость от всего, от быта, усталость от каких-то ссор, скандалов. Вот такое ощущение, что вот все идет не так, вот как она хотела. А что ты вообще хотела? Ну да, здесь пара. Смотрите, самое интересное, что она здесь хотела быть вашей женой, но в процессе ваших семейных отношений она здесь полностью разочаровалась в этих отношениях и разочаровалась в вас, разочаровалась в семейных отношениях. А почему так произошло?
Вы знаете, здесь на самом деле очень много разных причин. Так как расклад общий, то здесь много причин, а вы там уж, как говорится, сами, зная свою ситуацию, сами подставляете. У кого-то здесь о том, что женщина рассчитывала на то, что либо вы будете слишком много уделять внимания, а вы, например, находитесь в какой-то работе, где либо вы часто отсутствуете дома, может быть, у вас работа связана с командировками, или вы очень много и тяжело работаете, или, может быть, у вас какая-то сфера деятельности, когда вы поздно приезжаете домой. И здесь женщина, вот такое ощущение, знаете, как будто она вас то ли вот крайне редко видит, то ли здесь между вами как-то пропала вообще эмоциональная какая-то, скажем, ниточка. И здесь такое ощущение, знаете, вот как будто у вас просто одна тупая бытовуха. Вот нет эмоций, нет просто какого-то человеческого общения. Знаете, вот когда пара только формируется, между ними возникает такая вот влюбленность, легкость, радость, какие-то совместные интересы. Вот хочется чем-то делиться, хочется разговаривать, хочется находиться рядом с этим человеком. Ну вот просто хочется за ним наблюдать. Такое ощущение, что вот в ваших отношениях вот это все исчезло. Не хочется наблюдать, нет легкости. Я не говорю там прям, знаете, вот о ежедневной легкости. Но такое ощущение, что вот ваши отношения, они как, знаете, как такое тяжелое бревно. А раньше в отношениях, здесь у вас, вот если сравнивать, такое, знаете, вот как бабочка была, легкая, вот отношения были интересными, они были какими-то легкими, радостными. А сейчас вот как-то все так тяжело. Из этого возникают какие-то претензии, ссоры, скандалы. Вот ушли из ваших отношений и легкость, и состояние радости. И на вопрос, хочет ли она вас вернуть, вы знаете, нет. Вот прямо на сейчас нет. У нее отсутствует это желание, потому что вы у нее сейчас ассоциируете с чем-то тяжелым, с чем-то неприятным, с чем-то таким, от чего хочется уйти, убежать и скрыться. У многих ваших женщин сейчас какой-то такой вот период жизненного кризиса. Опять же таки, не знаю, что там у каждого из вас происходит лично, индивидуально в отношениях, все-таки мы смотрим общий расклад. И здесь общий расклад говорит о том, что у многих из вас может быть, помимо кризиса личных отношений, еще какой-то свой собственный кризис. И это все накладывает отпечатки на ваши отношения в целом. Поэтому нет, на сейчас, вот прямо на сейчас женщина пока что точно не хочет вас возвращать, потому что она очень сильно устала от того, что в ваших отношениях происходит. Так, идем дальше, двоечки. Аркан Солнца. Ну, в принципе, здесь положительный. Положительный сигнификатор. Так, что у женщины к вам на сейчас? Какие эмоции? Угу. Так, ну смотрите, здесь такое ощущение, что вот женщина, она как бы себя сейчас перекраивает, перестраивает, по-другому с вами пытается взаимодействовать. Здесь женщины во втором варианте, которые раньше, ну это чисто их как бы мышление, это как бы их восприятие ваших отношений. Раньше эти женщины могли думать о том, что вот она как бы больше шла у вас на поводу, больше прислушивалась, подстраивалась под вас, больше как-то вот пыталась соответствовать каким-то вашим ожиданиям. А сейчас такое ощущение, что она устала. Она устала соответствовать вашим ожиданиям, она устала быть какой-то удобной для вас. И сейчас женщина, можно так сказать, стала в позу. В том плане, что ей это все надоело. Здесь мы не рассматриваем ваше отношение к этому, мы рассматриваем вот как ваши женщины, вот во втором варианте, как они могут воспринимать ваше молчание или ваше расставание, или ваш развод. Здесь женщина будет думать о том, что она больше не хочет
подстраиваться под то, вот как вы хотите, чтобы это было в ваших отношениях. Здесь женщина считает, что вы очень часто ею пытались манипулировать, вы очень часто пытались из нее вылепить что-то вот такое в ее поведении, что было удобно вам. И она часто вас шла на поводу. Сейчас здесь категорически вот прям войнушка с вами в том плане, что нет, больше мне такое не нужно. Здесь женщина понимает, что чувства, да, чувства здесь к вам есть. Здесь женщина прекрасно понимает, что здесь у многих будут дети, которые вас связывают, причем детей она здесь любит. Ну, смотрите, вы тут тоже пара выходите, как и в первом варианте. В первом варианте там тоже муж и жена выходили, и здесь тоже выходит муж и жена. Король мечей, королева мечей. Здесь о том, что в принципе она понимает, что она вас любит. Она понимает, что она любит ваших детей. Она понимает, что вот она в принципе получила то, что она хотела. То есть семью, отношения, вот вас. Но тут прям какой-то, знаете, революция какая-то прям в ваших отношениях. От чего ты так воюешь? Вы знаете, здесь вы могли как-то ее обидеть. Здесь вы могли либо ее поставить в пример с какой-то другой женщиной. Ну, например, там, может быть, вы сравнили ее внешность. Может быть, она там располнела после родов. Может быть, она очень долго в декрете была. Может быть, там какая-то еще ситуация произошла в ее жизни, и она как-то стала там, не знаю, там располнела, стала хуже выглядеть, там не успевает за собой ухаживать, там, может быть, как-то поглупела в силу там каких-то домашних дел. Короче говоря, здесь что-то произошло между вами, и она здесь считает, что вы очень несправедливы по отношению к ней. Опять же, расклад общий, поэтому здесь много из-за чего она могла на вас обидеться. Здесь суть в том, что женщина считает, что вы как-то здесь умаляете в том плане как личность, что вот вы как бы то ли неуважительно к ней относитесь, то ли вы где-то ее недооцениваете, то ли вы как не цените вот то, что она для вас делает, и вы как не замечали и не замечаете ее вклад в ваши отношения. Такое здесь ощущение, что либо вы как-то унижали, опять же, унижать можно по-разному. Унижать можно конкретно словами, унижать можно своим поведением, каким-то даже невербальным поведением, взглядом, не обязательно словами, какими-то своими поступками. Может быть, где-то вы там лишний раз не говорили спасибо за то, что она для вас делала. Ну, то есть, короче говоря, у женщины здесь вот прямо ощущение, что вы в ней перестали видеть ценность, что вот вы как-то ее, ну, здесь про неуважение. Здесь думаете сами, что конкретно в каждом частном случае это значит, но здесь суть в том, что вот как бы женщина понимает, что да, я тебя люблю, я тебя любила, нас многое что связывает, но, понимаете, здесь вы как бы задели уже ее самооценку. И здесь такой момент, что ты выберешь, самооценку или этого мужчину. Знаете, такое ощущение, что она уже как бы выбирала раньше вас, а не себя. И такое ощущение, что она поняла, что нет, что она лучше выберет другого мужчину, который будет ее больше любить, ценить и уважать. Поэтому здесь, если вы уже в разводе, вот если это не просто ссора, а если это конкретно уже развод, то есть вы уже не живете вместе, то здесь женщина очень много думала, здесь женщина очень много сравнивала, и женщина здесь поняла, что она больше не хочет соответствовать вашим требованиям, вашим ожиданиям, она не хочет быть больше под вами. Здесь такое ощущение, что вот женщина поняла, что вы как бы давали ей понять, что она как номер 2, а она больше так не хочет. Поэтому здесь, если выбирать между вами и между новыми отношениями, она здесь выберет другие новые отношения и мужчину, который будет ее ценить и любить. Поэтому тут вот так. Женщина здесь понимает, что да, как бы я тебя люблю, но здесь есть что-то в ваших отношениях такое вот, что ее очень сильно оскорбляет.
Очень сильно ее обижает и делает ей больно. И она понимает, что как бы я тебя не любила, но я больше не буду это терпеть, и я больше это позволять по отношению к себе не буду. Поэтому тут тоже ответ нет, что здесь женщина не будет выходить сама на связь и вас возвращать не будет. Так что вот так. Так, на этом все. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите в WhatsApp или в Telegram. Личное гадание – это платная услуга, поэтому задавайте вопросы, я отвечаю только в переписке. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я желаю вам хорошего дня, хорошего вечера и со всеми прощаюсь. До следующих встреч. Пока.